Друзья, сегодня на обзоре премиум крейсер 8 уровня Франции Боярд. Крейсер многие из нас уже получили в период празднования дня рождения игры за 6250 праздничных жетонов. Кроме того, Боярд доступен в Адмиралтействе за 11300 дублонов. Сегодня разберем характеристики крейсера, определим его сильные и слабые стороны. И, конечно, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. А начать обзор хочется со статистики за последние 28 дней. И я вам скажу, здесь есть на что посмотреть. Среди всех крейсеров 8 уровня Боярд занимает второе место по проценту побед и находится на 4-м месте по количеству уничтоженных кораблей и опыту за бой. И неожиданно крейсер занимает первое место по среднему урону за бой. Не знаю как вам, а мне очень хочется понять причины такой невероятной статистики. Крейсер имеет крайне малое количество очков боеспособности на уровне 34700. Противоторпедная защита крейсера 28%, что очень даже неплохо. Боярд имеет слабое бронирование. Толщина бронирования цитадели всего 25 мм, которая усилена противоторпедной защитой 105 и 120 мм, а сама цитадель торчит из воды. Бронирование обшивки и палубы в носовой и кормовой части 25 мм, а в центральной части палубы 27 и никуда не делись настройки с толщиной бронирования всего 13 мм. И такое бронирование не способно сдерживать урон и возможны даже ваншоты. Боярд имеет хорошую маскировку на уровне. Прокачав перки капитану и установив модернизацию, получим 9,6 км заметность кораблей и 5,8 самолетов. И такая маскировка позволит реже светиться и проще выходить из-под огня противника. Национальной особенностью является хорошая скорость. Под действием французского форсажа крейсер разгоняется выше 40 узлов и становится самым быстрым на уровне, хотя базовая скорость всего 34 узла. А вот радиус циркуляции 730 метров и время перекладки рулей 9,3 секунды дают среднюю маневренность. Перейдем к орудиям. 12 орудий в 4 башнях с калибром всего 152 мм и дальностью стрельбы 16,4 км. И хотя дальность средняя на уровне, но все же она не позволит вести бой на безопасных дистанциях. Снаряды имеют среднюю скорость 870 метров в секунду, а баллистика не лучшая, но привыкнуть можно. Орудия с высокой скоростью перезарядки 7,5 секунд размещены в быстрых башнях. 12 орудий со стандартным для калибра уроном фугасов 2200 единиц и бронебойных 3300 выдают средний залп и хороший ДПМ. Кроме того, наличие еще одной французской фишки ускоренная перезарядка на короткое время делает орудия главного калибра смертоносными. Так как бронебойки слабые, основные снаряды фугасы с бронепробитием 30 мм и шансом пожара 12%. Крейсер без проблем набивает урон, разводя на пожары, и довольно эффективен против бортоходов на ближних дистанциях. И здесь главное не отправиться в порт в первые минуты боя. Противоминный калибр крейсера имеет 8 орудий с калибром 100 мм и бронепробитием 17 мм. Дальность ПМК хорошая, 8 км, но он не будет определяющим в бою. Торпедное вооружение крейсера представлено двумя трехтрубными аппаратами по одному аппарату на борт. Характеристики торпед следующие. Максимальный урон каждой торпеды 14833 единицы.
Средняя дальность хода торпед 9 км не позволит совершать инвизные пуски. Скорость хода торпед неплохая, 60 узлов. Заметность торпед средняя, 1300 метров. И время перезарядки 90 секунд. И все это дает невысокий потенциал урона торпед, реализация которых возможна в обороне и реже в пикировании. Боярд получил авиаудар с дальностью сброса 7 км и стандартным потенциалом урона. Максимальный урон бомб 4200 единиц. И к сбросу готово 2 звена с одним самолетом. А количество бомб на самолете 2. И таким авиаударом мы будем топить подводную лодку. ПВО крейсера представлено всего 2 аурами. Средняя аура с радиусом действия 3,8 км и уроном 277 единиц. И дальняя аура 5,8 км с уроном всего 74 единицы. ПВО крейсера имеет большой радиус действия, но основной урон расположен в средней ауре, что позволит авикам проводить результативные атаки. Для эффективной игры на крейсере предлагаю изучить следующие перки командира. Первый перк из последних сил. Частично сохранить скорость и маневренность при критах, что важно для крейсера. Второй перк – мастер снаряжений. Этот перк важен для французов. Третий перк – суперинтендант. Увеличит количество важных расходников. Четвертый перк – мастер маскировки. Снизит заметность на 10% и повысит выживаемость крейсера. Ну а дальше можно изучить следующие перки. Пятый перк – отчаянный. Крейсер активно теряет боеспособность, чем разгоняет вооружение. Шестой перк – мастер борьбы за живучесть. Увеличит боеспособность крейсера, что позволит дольше жить и быть более эффективным. Седьмой перк – неравный бой. Перк часто будет полезен. Восьмой перк – заряжающий. Позволит использовать наиболее эффективный тип снаряда и под действием ускоренной перезарядки выдать смертоносный урон. На крейсер я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилить живучесть главного калибра и торпедных аппаратов. Второй слот – защита машинного отделения. Повысить живучесть двигателя и рулевых машин. Третий слот – система наведения. Повысит точность орудий. Четвертый слот – рулевые машины. Позволит реализовать динамику крейсера. И пятый слот – система маскировки. Повысит выживаемость крейсера и иногда позволит действовать более остро. Доступное снаряжение крейсера. Стандартная аварийная команда, время работы 5 секунд и перезарядки 60 секунд. Во втором слоте на выбор заградительный огонь ПВО, который улучшит защищенность от авианалетов. Но мой выбор – гидроакустический поиск, время работы которого 100 секунд, а перезарядки 120. ГАП в сочетании с хорошей маскировкой повысит эффективность крейсера за счет обнаружения кораблей на дистанции 5 км, а торпед на дистанции 3,5 км. И повысит шансы крейсера в борьбе с подводными лодками, дальность обнаружения которых 2 км. В третьем слоте улучшенный французский форсаж, который на 20% увеличит скорость крейсера и на 180 секунд сделает его самым быстрым на уровне. И в четвертом слоте ускоренная перезарядка, которая на 15 секунд 2 раза ускорит перезарядку орудий. Наличие расходника и хорошей маскировки позволит крейсеру уничтожать эсминцы и подводные лодки, которые ключевым образом влияют на победу. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Итого, что имеем?
Боярд имеет небольшое количество очков боеспособности и слабое бронирование, а плохая баллистика вынуждает сближаться, что смертельно опасно для крейсера. Крейсер имеет лучшую на уровне скорость под действием расходника форсаж, хорошую маневренность и маскировку, и все это повысит выживаемость крейсера. Скорострельные орудия получили не лучшие бронебойные снаряды и простые в реализации фугасы, а ускоренная перезарядка позволит крейсеру чаще влиять на исход боя. Есть торпеды и среднее ПВО. Крейсер в целом непростой и подойдет не каждому, но тот, кто сможет выживать на протяжении всего боя, будет наносить много урона. Всем мира и добра, и до новых встреч в следующих видео.